Волшебник внутри вас. Ваша душа имеет все для осуществления вашего желания. Помните сказку про волшебника изумрудного города? Там умный страшила мечтал получить мозги, добрый дровосек хотел иметь доброе сердце, отважный лев стремился обрести смелость, а девочка Элли хотела вернуться домой. Все герои и так уже имели все, что хотели получить. Но если бы волшебник Гудвин сказал им об этом, такое откровение было бы слишком невероятно, чтобы походить на правду. Поэтому он изобразил магический ритуал. На самом деле все, что требовалось страшиле, льву и дровосеку, это лишь позволить себе иметь желаемые качества, которые уже существовали в душе. С девочкой или дело было немного сложнее, ей требовалась безукоризненная решимость иметь, чтобы оказаться дома. Магический ритуал помог ей обрести абсолютную веру, и ветер намерения перенес ее домой. Как уже говорилось, все, что связано с внешним намерением, не укладывается в рамки понятия разума. В такое положение разум загнал себя сам, и маятники ему в этом здорово помогли. Контроль над внешним намерением дает человеку свободу, а это противоречит интересам маятников. Им выгодно, чтобы человек был серой личностью, винтиком, работающим на этих монстров. Самореализация человека для них губительна, потому что свободная личность работает не на маятник, а на свое развитие и процветание. Поэтому с самого детства человеку внушаются общепринятые нормы и правила, делающие его удобным и послушным приверженцем. С одной стороны, есть позитивная необходимость научить человека нормально существовать в этом мире. Нарушитель общепринятых норм становится либо неудачником, либо изгоем. Но с другой стороны, такое внушение сильно заглушает индивидуальную неповторимость личности, и в результате люди не могут определенно сказать, чего же они на самом деле хотят, и не знают, на что способны. Для того, чтобы лишить человека способности управлять внешним намерением, необходимо всего лишь отделить разум от души, и это было сделано. За всю историю человечества проделана огромная работа по разобщению души и разума. Разум постоянно совершенствовал язык своих обозначений, все более отдаляясь от языка души. Маятники религии так же, как и маятники науки, тянули разум в разные стороны, но по возможности дальше от подлинной сути души. Развитие промышленных и информационных технологий в последние несколько столетий окончательно разорвало связь души и разума. Влияние маятников особенно велико сейчас, когда все читают книги, слушают радио, смотрят телевизор и получают информацию из интернета. Человечество накопило громадное количество знаний и столько же заблуждений. Заблуждения держатся так же стойко, как и знания. Главная потеря человека состоит в разрыве связи души и разума. Подлинных успехов в бизнесе, науке, искусстве, спорте и прочих сферах добиваются только избранные единицы. Все привыкли к такому положению вещей, и никому не приходит в голову, что это ненормально. Нам с вами нет смысла спасать человечество. Я лишь хочу предложить именно вам, уважаемый странник, я не указываю пол, задать себе вопрос, почему он, она, а не я. Что нужно мне, чтобы войти в число этих избранных единиц? Я не волшебник Гудвин, поэтому не буду устраивать вам магические ритуалы, а просто дам ответ. Засесть все, что необходимо. Остается только этим воспользоваться. Вы способны на все, только вам никто еще об этом не говорил. Вы способны создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте, бизнесе, любой профессиональной деятельности. Для этого требуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, произведениям и достижениям. Просто вы еще не просили ее об этом. Все великие гении искусства, науки, бизнеса создали свои шедевры только потому, что обратились к своей душе. А чем хуже ваша душа? Ничем. Любые шедевры говорят с нами на языке души. Чем бы вы ни занимались, ваша работа произведет впечатление только в случае, если она идет от души. Разум может собрать новую версию дома из старых кубиков, но этим никого не удивишь. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа.
Все, что вам нужно, это принять за аксиому тот факт, что ваша душа умеет все, а потом позволить себе этим воспользоваться. Да, именно вот так просто и одновременно непостижимо. А вы все-таки позвольте себе роскошь иметь. Решимость иметь зависит только от вас. Вы способны на все. Это утверждение может вызвать сомнения. Но ведь вы же не сомневаетесь, когда внушают, что у вас не хватает способностей, возможностей, каких-то качеств, что вы недостойны, что другие куда лучше. Вы легко принимаете на веру утверждения, воздвигающие высокую стену на пути к вашей цели. Так сделайте одолжение, не мне. Позвольте себе знать, что вы достойны всего самого лучшего и способны достичь всего, чего только вы желаете всем сердцем. Именно тот факт, что вы достойны самого лучшего и способны на все, скрывается от вас очень тщательно. Вам внушают, что наивно верить в свои неограниченные возможности. Но дело обстоит как раз совсем наоборот. Проснитесь и стряхните наваждение. Игра пойдет по вашим правилам, если вы осознанно воспользуетесь своими правами. Вам никто не может этого запретить, но привычное мировоззрение и маятники будут всячески убеждать вас в том, что это невозможно. Найдутся всевозможные разумные доводы в пользу ограниченности ваших возможностей. Откажитесь от этих доводов и возьмите на вооружение неразумный и безосновательный довод. Вместе ваша душа и разум способны на все. Ведь вы ничего не теряете. Много ли вы достигли в рамках разумных доводов? Эта жизнь у вас только одна. Не пора ли перетряхнуть ворох устоявшихся убеждений, которые могут оказаться ложными, а вы об этом так и не узнаете? Просто не успеете узнать. Жизнь пройдет, все возможности будут исчерпаны, а благо этой чудесной жизни достанутся другим, пусть единицам, но не вам. Воспользоваться своими правами или нет, решать только вам. Если позволите себе иметь, у вас это будет. Начать нужно с того, что поверить в неограниченные возможности души и обратить к ней свой разум. Сделать это мешают ложные убеждения, многие из которых взламываются в модели трансерфинга. Одно из этих убеждений звучит примерно так: труднее всего победить себя или труднее всего бороться с собой. Или такое плотоядное изречение: надо уметь наступать на горло своей песни. Это одно из величайших заблуждений человечества. Как можно, да и зачем бороться с этим чудесным, удивительным и прекрасным существом, которое живет внутри вас? Плохое живет не внутри вас, а на поверхности. Это как налет пыли на картине. Если пыль стереть, откроется чистая душа. Существо, которое скрывается под множеством масок и костюмов, которые вы носите, обладает поистине чудесными достоинствами. Задача состоит в том, чтобы позволить себе быть собой. Разве маски, которые вы носите, помогли достичь успеха, благополучия, счастья? Вам нет необходимости менять себя, это будет только еще одной маской. Если сбросите маски, навязанные деструктивными маятниками, откроется сокровище, спрятанное в вашей душе. Вы действительно достойны всего самого лучшего, потому что вы действительно чудесное, удивительное, неповторимое создание, только позвольте себе быть таковым. Вам нравятся произведения гениев искусства, науки, кино. Можете стать одним из них. Произведения гения вам нравятся именно потому, что они рождены его душой. Ваше творение понравится другим, точно так же, а только в том случае, если будет исходить от вашей уникальной души. Все, что является обыкновенным, посредственным, создано разумом. Творение разума, как и сам разум, не уникальны. Уникальна только ваша душа. Вы владеете настоящим сокровищем. Любое ваше гениальное творение может быть рождено только вашей душой. Пусть разум позволит ей это сделать.